Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. События ближайшего будущего. Знаки судьбы. Что скоро случится или произойдет. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. Давайте узнаем подсказки карт. И, конечно, останемся реалистами, поскольку карты – это лишь метафора, которая нам помогает, глядя на образы карт, переложить то, что нас сейчас беспокоит, мучает, может быть, какой-то вопрос нерешенный или проблема, или это связано с тем, что вы хотите осуществить. И чтобы понять вот те глубокие процессы, которые происходят в вашей душе и формируют отношение к чему-либо или отношение к кому-либо с целью прожить эмоционально, найти решение и снять напряжение. Итак, какие повороты судьбы или знаки судьбы нам покажут карты? Может быть, это как сфера жизни, чему вы отдадите предпочтение или придется заниматься в эти 10 дней. 4 карты достанем на оракуле Ленорман. Пусть нам они подскажут, с чем связаны эти события, как знаки судьбы. А может быть, у кого-то ничего не будет происходить подобного, и не придется ни с чем определяться, а просто будет спокойное течение жизни. И я это допускаю. Итак, знаки судьбы, повороты судьбы, события ближайших дней. Дополним колоды Таро. И первая карта, что скоро случится или произойдет, в какой сфере жизни могут как раз вами приниматься либо важные решения, или чем придется заниматься больше, чему больше уделять внимание. Это первая карта. А вторая – это как неоконченная пьеса или то, что тянется из прошлого. И это может быть какой-то ваш интерес, то, что вы хотите сами продолжать. Но я также могу допускать, что у кого-то те вопросы, которые вы думали, тоже закончили, а они тут возвращаются. И третья карта – это ваша сила. Что вам буквально помогает или что получится, может быть, осуществить. И по основным сферам жизни – дело, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы или домашние дела, например, да, какие-то согласования, чиновники. Деньги, финансы, любовь и личная жизнь. Что же там за поворот судьбы или знаки судьбы? Ну вот, знаете, смотрите на перспективу. И карта звезды говорит о том, что любое ваше желание, оно исполнимо. Главное, методы отрегулировать. И больше даже нас карты уводят на какое-то далекое будущее, когда звезды выпадают, пусть это в картах Таро, но тем не менее. Это то, что будет продолжено. И у кого-то это будет продолжение личной какой-то истории вашей. Может быть, это будет и ваша задумка по части творчества, работы, и вы определяетесь в эту декаду на далекую дистанцию. Может быть, и придется вам действительно что-то корректировать или заключать какие-то документы, рассматривать новые варианты сотрудничества. Но это все то, что уже с позиции будущего. В этой карте нет прошлого вообще. Звезды – это и ваша популярность, мои дорогие весы, которая в эту декаду может возрастать. К вашей персоне может быть приковано словно внимание. Или к вам обращаются за советом. Или даже просто наблюдают, понять, как вы поступите. Или ваше отношение к какому-либо вопросу, может быть и к человеку. И для вас, видимо, не оглядываться на то, что в вашей жизни было когда-то. Да, мы оставляем прежние ситуации в виде опыта, чтобы не повторить какие-то ошибки. Но сказать, что мы искусственно, да, пытаемся то, что у нас не получилось прежде, еще раз как бы, да, по новой войти в реку дважды, опять заново начать. Нет. Если даже продолжаются контакты с конкретным человеком, элемент новизны, он все равно будет присутствовать. Как и в личной жизни, как и в работе или в сфере ваших достижений, планов. Вы можете тут что-то корректировать. Почему? А время как будто вас заставляет взять более четкий ракурс. И основные вопросы. Чем я не хочу заниматься? Вы можете себе такой вопрос задать. Или чего я точно не хочу?
Он где-то вам поможет определиться с тем, чего же вы на самом деле хотите, или со своими приоритетами. Тут на первое место, как знаки судьбы, ваши приоритеты. Но у кого-то это могут быть вопросы личной жизни. И понятно, у каждого своя тут какая-то личная история. Но быть реалистом, мои дорогие, вам нужно не именно даже на момент здесь и сейчас, а на будущее, может быть, чтобы не застрять в какой-то прокрастинации. Я такое тоже допускаю. Хотя у кого-то это могут быть напрямую вопросы поездок, переездов. Переездов может быть очень далеко. Когда вы учите язык, может быть иностранный, кто-то учит язык программирования, потому что звезды — это у нас всегда пространство, эфир, интернет, работать из любой точки мира, у кого-то это так, или развивать свое творчество, чтобы быть популярным. Ну вот самая разная палитра, но это все, когда мы уже где-то не оглядываемся назад, словно что было, то прошло. Тебе отсюда полный вперед. Вот такой знак судьбы. Знак судьбы еще. Сияйте, как звезда, мои дорогие девочки. Для мужчин я могу сказать, что есть какая-то важная женщина в вашей жизни. Может быть, это ваши планы, планы на будущее. Возможно, вы будете просчитывать меру вашей ответственности в ваших отношениях. Причем на далекий период. Или то, что вы хотите осуществить, или как это согласуется с планами вот этой женщины, которая для вас важна. И неважно тут, кто может выступать. У кого-то любимая или личная история, а у кого-то это может быть и мама, может быть и руководитель, может быть вы пишете, а среди вас много интеллектуалов, мои дорогие весы. Если вы пишете либо книгу, либо какой-то научный труд. И, может быть, есть контакты с человеком, которые вам как раз помогают, то тут какое-то сотрудничество будет продолжено. Но для вас, мои дорогие девочки, это все-таки ваши планы, они как основа основ или ваш способ самовыражения. Может быть, кто-то будет менять имидж, или пусть какую-то деталь, да, так громко звучит, но имидж иногда... Это именно деталь даже в одежде или вашей прическе. Она нам помогает сломать какой-то стереотип. И если мы говорим о будущем, может быть, кому-то из вас и необходимо вот какой-то шаблон о себе у людей сломать. Почему? Часто ошибочное мнение и бывают у людей по поводу нас самих, потому что они нас когда-то увидели первый раз. Так устроен человек, физиология, психология человека. Вот это первое впечатление, оно очень сильно. И на него потом накладываются какие-то нюансы. Но человек как будто движется в каком-то стереотипе. И вы, очень мудро подходя вот к такому вопросу, можете принять во внимание, ведь и правда, мне надоел вот какой-то чужой шаблон. Надо его сломать. И, может быть, если у вас не получается или не получилось сломать о себе шаблон прежде, вы будете этим заниматься именно теперь. Хотя для кого-то из вас это ваше изучение, это ваша популярность, это ваш переезд, все то, что я говорила по аркану звезды. Но вы можете быть, мои дорогие девочки, в центре внимания. Знаки судьбы. И вы знаете, у вас действительно будет сильная позиция, но помимо вашей сильной позиции у нас белый медведь. А по статистике я недавно узнала такой факт, как оказывается, белые медведи среди всех медведей это самые сильные. Может быть, поэтому нам белый медведь именно и показан. Это и ваши сильные позиции, которые следует укрепить или как-то переформатировать под тем или иным вопросам. Но это вы можете также обращаться в какие-то инстанции. Часто по этому аркану проходят чиновники или люди, как сильные мира сего. Имеется в виду те персонажи, которые рычаги влияния имеют в своих руках. Вы, как и сами, набираете вот собственную силу, какие-то возможности на далекий период, или вы, наоборот, наводите порядок в вашей жизни, избавляясь как и где-то от хлама, так и от ментального мусора, чтобы вам ничто не мешало, не тянуло вас назад, но и усиливать свои позиции. Призывают нас все карты в эти 10 дней. Вот тут по-другому и не скажешь. Хотя я для кого-то допускаю, что есть или будет такой человек, который словно вам по судьбе с ним было столкнуться. Может быть, это и личная какая-то жизнь, или личные контакты, может быть, и друг, подруга. Тут разные самые направления.
от чего вы пока не можете отказаться. Потому что это для вас означает некоторое продолжение на долгий период времени. Здесь своеобразный выбор может быть у вас такой, когда вроде бы и не просчитаешь что-то на далекое будущее, а на сегодняшний день у вас что-то и не устраивает, как, к примеру, задержка по тому или иному вопросу или по отношениям, которые все никак не решается, что-то пробуксовывает, и отказаться не можете, потому что пока еще вот именно в моменте этих 10 дней нет четкой определенности. Но тогда вы будете ее искать. Или даже карта подсказывает, воспользуясь сознанием закона. И тогда правильно оформленные документы вас тоже будут беречь. Давайте откроем 4-ю карту. Но вот балансировать, скорее всего, действительно придется. Почему? Потому что по звезде, ведь тут это далекая перспектива. И стало быть, раз нам карты говорят, зри вот именно в свою мечту, или в то, что ты хотел осуществить, или визуализируй буквально, как будто ты уже получил или сделал, осуществил какое-то дело. Эффект уже у вас как будто в руках. И если мы словно кожей можем себя представить в этом будущем, то это мы из будущего протягиваем себе руку помощи в настоящий день. Мысль материальна. Об этом говорил еще Эйнштейн. И теперь квантовая физика доказана, что действительно мысль – это субстанция. Пусть это не та субстанция, как этот стол, которую мы можем осязать. И тем не менее, это субстанция. Вот поэтому мысль творит чудеса. Но и не замечтаться, мои дорогие. Обратите внимание, какая у нас красивая лиса в этом оракуле. И если обычно в колоде Ленормана лиса – это хитрое животное, схватила птицу, куда-то тянет, пока там никто не видит. А здесь нет, здесь мудрая. И она сохраняет все то, что ей дорого. Вот этот маленький лисенок, которого она закрыла своим телом и обвела хвостиком. А карта будет вам говорить: сохраняй свою мечту, сохраняй свои намерения, сохраняй самого себя. Это для всех, мои дорогие. Потому что ваша сильная позиция, она не может быть... Знаете, когда мы идем на пролом, или вот когда мы, где-то становимся в определенный момент не очень восприимчивыми к тому, что происходит вокруг. Все-таки лиса нам говорит: слушай, что и люди говорят, постоянно контролируй, что вокруг тебя происходит. Это как и усиливает твои позиции, так и дает новые возможности. Но, скорее всего, где-то может быть и хитрость, может быть и мудрость, или что-то среднее. Не все однозначно в эти 10 дней. Не все, может быть, даже очень хочется с чем-то определиться. Но пока еще по судьбе какой-то период, может быть, и турбулентностей, или, знаете, как прелюдия каких-то согласований. А вот какими они будут, это будете определять вы. Давайте мы узнаем, что же скоро случится или произойдет. В каких сферах жизни вы будете принимать важное решение. Сферы жизни нам говорят: не оглядывайся назад. То, с чего мы с вами начали. И это карта искаженного восприятия. Не пытайся притянуть какую-то прошлую историю еще раз и попробовать заново, да, или получить по какому-то минусу в прошлом на сегодняшний день какой-то плюс. Просто иди вперед. И вот это солнце, кстати, которое уже восходит, ваша задача увидеть. Здесь не нужно устраивать себе глубокую философию на мелком месте. Наверное, основная задача начнет происходить только тогда, когда ты сам словно увидишь это будущее. Или будешь смотреть в горизонт, или расширишь свой кругозор. Расширишь, может быть, горизонты общения, мои дорогие. Или изменишь круг общения ваш. Такое тоже могу допустить. Может быть, для кого-то изучение языков буквально дает какие-то возможности и новый взгляд на мир. Открывает перед вами желание само по себе узнавать этот мир, куда-то путешествовать. И, по сути дела, знаете, вкус к жизни вы должны себе вернуть. Это необходимо, иначе мы можем также застрять в этой 9 мечей, а жизнь, посмотрите, совершенно по-другому складывается. Да, был какой-то минус, не случайно лиса выпадает, поэтому и говорят: береги себя. Но это же не значит, что мы вот так обособились в этой темной комнате и словно отгородились от мира.
мы теряем связь с реальностью, понимаете? А вам связь с реальностью ни в коем случае нельзя терять. И тогда у вас шестерка жезлов, победа. Поэтому кто-то так и не решится на что-то. Или, может быть, даже буквально, как у Бродского есть стихотворение, «Не выходи из комнаты». Ну, понятно, смысл совсем обратный. Так вот, все же кто-то из вас не решится выходить из комнаты. Вот из этой темной комнаты, из собственных предубеждений. А на кону ваше счастье, ваши перспективы, какие-то новые возможности и ваша победа. Верить в самого себя. Это будет важно, как и в вопросах с документами, общаясь с, может быть, сильными мира сего или с какими-то чиновниками, руководителями по работе, но и одновременно для себя вот эту перспективу правильно выстроить. Даже если вы пока не знаете, как осуществить вашу мечту, намерение и цель, не отказывайтесь, все карты кричат об этом. Это лишь значит, что нужно к чему-то адаптироваться и скорректировать собственные планы. Тогда и победа, причем та победа, которая уже на кону, она очень близка. Неоконченная пьеса. Может начаться заново, правда. Имеется в виду не то, что прошлое вы, мы говорим, да, искусственно притягиваете, а тут именно возвращается в вашу жизнь. Поэтому, если кто-то или что-то с новыми возможностями к вам возвращается, значит, это ваша задача переложить на новые рельсы. Но сказать, что мы сами инициируем, ни по одной карте я не могу. Хотя я допускаю у кого-то, к примеру, с прежнего места работы будут предложения или какие-то контакты, и это по тузу пентаклей, как словно зерно, которое мы садим в землю, а потом получим денежное дерево. Или, может быть, новые возможности заработка. Может быть, как изучение, да, вот я сказала, иностранные языки, или, может быть, это какое-то конкретное ремесло, которое вам дает возможность чувствовать себя более уверенно. Ведь то, что мы не умеем делать руками, нам помогает, но во все века и времена, что бы вокруг ни происходило, всегда тот человек, который профи или эксперт в каком-то вопросе, он всегда сумеет себе буквально заработать на хлеб и еще и масло. И ведь у нас пентакли, решение каких-то денежных вопросов. Поэтому есть все-таки, с одной стороны, туз пентаклей, или предложение, информация, или ваше собственное решение – то, что точно нужно продолжать. Или ваши контакты с внешним миром, или с внешними какими-то обстоятельствами, или предложениями, будь то работа, будь то и какие-то люди, которые вдруг могут словно всплыть, появиться в вашей жизни. И это может быть кто угодно. И это может быть совсем не тот, кого вы ждете, мои дорогие. Поэтому уделите внимание. Будьте беспристрастными в эти 10 дней. В чем же ваша сила? Королева мечей, ведь это ваша карта. И здесь, знаете, так словно хочется от чего-то, правда, отказаться от того, что уже, ну, где-то так поднадоело порядком. Но это та, которая независимая. И с учетом женщины, да, карты, все то, что я говорила для девушек, женщин, тут действительно именно вы, ваша популярность, интерес к вам, но вы, что вам помогает, некоторая закрытость, мои дорогие, прообраз Юдифи. Она, куда она отправляется, что она намеревается делать, она ведь никому не сказала. И этим самым она вошла в историю и осуществила великое действо. Благодаря этому, точнее, мы ее сегодня знаем по Ветхому Завету. Вот поэтому я уже не передаю. Кому интересно, эту информацию найдет в интернете, я абсолютно уверена. Но, тем не менее, вот какая-то закрытость молчания, не проболтаться о том, что вы собираетесь делать, и при этом быть абсолютно рациональному, рассмотреть и те варианты, которые возвращаются, или, может быть, какие-то партнерские отношения, или себя словно позиционировать как-то по-другому, может быть, сломать о себе какой-то шаблон, такое тоже допускаю, или принять важное решение. Но по королеве мечей почему независимость? Потому что мы ни с кем не спорим, ничего не доказываем. Надеемся сами на себя, ну и буквально молчание золота нам дает приоритет в том, что мы в последующем будем иметь как запасной аэродром. Или что-то можем переиграть. Или если окажемся в такой двойственной ситуации,
как-то красиво можем выйти из нее. По сути дела, это ваша дипломатия, мои дорогие весы, но это такая продуманная дипломатия, которая не просто во благо кому-то, а во благо только вам. И пусть это будут вопросы либо финансов, либо ваших достижений, или, может быть, и личная жизнь. Но вот, видимо, на своей волне быть важно. И при этом транслировать лояльность к миру. Но есть та задумка, которую вы хотите осуществить. И, видимо, вот эта мудрость, хитрость, она совершенно необходима. Не все пока в эти 10 дней однозначно. Работай, у тебя все получится, правда. Очень добрая карта, как и на деньги, так и на работу, и поэтому есть возможность найти работу. Кстати, для тех, кто ищет работу, может быть, даже и при условии, что у вас вот вы имеете диплом, и вы профессионал в какой-то узкой сфере. Но все равно, значит, есть и другие сферы, где вы будете востребованы, и, возможно, даже больше, с большим эквивалентом по финансам, чем вы имеете сейчас на своем месте. Или пусть это ваш творческий проект. Карта тоже говорит: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Добрая карта, нечего сказать. И тут на согласование тоже мы можем переложить или на какие-то посещения высоких инстанций, договоренности. И если нам в одних дверях, допустим, в одном кабинете сказали «нет», может быть такое, мы зашли в другие двери. А там, где мы такой широкой поступью не пройдем, пройдем бочком, у вас получится. Деньги. 7 мечей. И хоть и называют эту карту картой вора, нигде это не прописано, но есть и другое значение – забрать свое. Всего 7 мечей, а забирают 5. Как будто проходит мимо. И даже рука не тянется, то есть просто идет мимо. Как будто вот эти 2 меча – не мое, не нужно, но и своего не отдам. И это буквально берегите себя. Опять же, карта лисы. Берегите себя в плане, может быть, с учетом звезды, пространства, эфир, интернет, получая какую-то информацию на почту. Или когда все же мы смотрим на деньги, вам выскакивает, к примеру, какой-то баннер на вашем телефоне, или пусть даже на компьютере, вам что-то предлагается, или как какой-то выигрыш, одним словом, остерегайтесь фишинга, мои дорогие. Берегите сами себя. Здесь именно через деньги, может быть, кому-то и приходится забрать свое, я такое допускаю. Может быть, у кого-то даже споры идут в суде. И такое тоже могу предположить. И тогда, значит, ваша какая-то концепция и интерес должны быть продолжены. Но продолжены с такой очень мудрой позиции, чтобы не сказать хитрой, это правда. Не дать себя облапошить, по сути дела, нам об этом говорит карта. И как на деньги или финансы, так это может переложить движимое, недвижимое имущество, или какие-то вопросы согласований, может быть, с банками, или когда вы кому-то даете обещание, берете поручительство, мои дорогие. Это тоже тут самая разная концепция. Поэтому нельзя себя дать обвести вокруг пальца. И, может быть, поэтому королева мечей, она предельно ко всему внимательна. Она подмечает такие тонкости, нюансы. И это имеет значение, потому что что-то крупное строится из мелочей. Мы не можем замечтаться, это точно. Но и мы не можем устроить себе глубокую философию. Как и розовые очки, так и вот эта вот ненужная философия нас уводит от реальности, мои дорогие. А для вас держать руку на пульсе – это основа всего. Основа вашего благополучия и независимости тоже. И здесь опять карта будущего, 3 жезлов. Это возможности. Возможности, как сменить горизонт вашего общения, я говорила, да. Но, может быть, и пересмотреть некоторые контакты. Все-таки на личную жизнь здесь через контакты могут проходить решения вопросов по работе, по вашему творчеству или по деньгам. Жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Каким-то образом это может перекликаться с личной жизнью. И у кого-то это будут, ну, может быть, и бракоразводные процессы, когда вы хотите уже что-то даже завершить. Причем так красиво и идти уже вперед. Но по этой карте мы проверяем, все ли мы с собой взяли в будущее. Это не есть какой-то форсаж.
И нам человек, да, он смотрит вперед, он уже как будто не оглядывается назад. И вот эти энергии наших целей, намерений, они должны быть продуманы или детализированы. И, видимо, пусть на личную жизнь. Вы не должны себе даже личную жизнь чем-то осложнить, мои дорогие. И я говорила, может быть, и есть какие-то контакты, которые нужно продолжать. И это будет, может быть, даже личная где-то история. Или с привкусом какой-то дружбы, которая, ну, пока непонятная. И вы-то ясности хотите. Но пока в эти 10 дней нужно, видимо, взаимодействовать с тем, что вы имеете. И потом, ну, шаг за шагом перспективы будут более ясными. Или будет понятно, к чему это все идет. Но карта будущее. Нет ничего из прошлого. Здесь, скорее всего, нам говорят, как ты можешь самокопание себе устроить, но тогда вы словно можете застрять, и есть, по крайней мере, риск вот в этой 9 мечей. А на кону практически уже победа. Да, другими методами. С большей такой прозорливостью, внимательностью и интуицией где-то тоже. Но ваш интеллект вам помогает найти правильный выход практически во всех сферах жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.